Два человека несут ведро воды на палке, пригретой через ручку ведра. В каком месте палки подвешено ведро, если первому в 1,5 раза труднее нести, чем второму? Первому в 1,5 раза труднее нести, чем второму в данной задаче. Можем сказать, что сила, действующая на плечо F1, первому человека будет в 1,5 раза больше, чем сила, действующая на плечо второго человека. Нужно определить, в каком месте будет подвешено это ведро. Расстояние от первого до второго. Первый L1 и второй L2. Это палка какой-то длиной. Задача не сказана, какая длина палки, обозначена через L. Где-то подвешено ведро, масса L. Естественно, это ведро имеет вес P. Сразу можем написать, что P равно mg. Палка вместе с ведром компенсируется двумя силами, которые действуют на плечо человека. F1 и F2. Это реакция плеч людей, которые поддерживают именно это ведро. Вот это F1 и F2. Сила F1 плюс F2 будет равна, конечно, весу этого ведра. Можем это дело записать. F1 плюс F2 равна P. В таком случае получается, что система это будет неподвижная, потому что две силы, и они будут равнодействующие силы в отношении. Если эти две силы сложить с третьей силой, будет равна нулю. Согласно первому закону Ньютона, равнодействующие этих сил будет равна нулю, значит все это находится в состоянии покоя. Давайте посмотрим, каким образом будут распределены эти силы давления на каждого человека. Первый человек, это будет второй. Это плечи людей, которые несут это ведро. Что можно сказать? Если взять, например, относительно этой точки, вся эта система не вращается относительно этой точки. Но относительно этой точки, получается, действует два момента сил. С одной стороны, момент силы веса ведра, с другой стороны, реакция плеча человека, который поддерживает для того, чтобы это не крутить. Можем записать о том, что момент силы – это будет значение L1, это будет значение вот это все L2. Момент силы веса равно P умножится на что? На L1. Момент силы F2 будет равно F2 умножится на все значение. В таком случае, если момент силы P направлен в противоположную сторону от движения часовой стрелки, так момент силы F направлен по. Они друг друга должны взаимно компенсировать. Таким же точным образом мы могли взять относительно поворота, относительно вот этой точки. В таком случае здесь будет момент силы работать вот этот, и момент силы работать силой F. В данном случае мы взяли относительно точки плеча первого человека. Можем таким же точным образом взять относительно точки плеча второго человека. Будет одинаково в решении. Итак, поскольку моменты сил определены и их направление движения противоположные, можно сравнить их модуль. Модули должны быть одинаковые. Почему? Потому что палка-то находится в равновесии, поэтому они друг друга компенсируют. Направлены в противоположную сторону, но по модулю они одинаковые. Можем сказать о том, что МП равно ММ. Подставим эти значения, которые мы имеем. МП равно P умножить на L1 равно F2 умножится на L. Определим отсюда значение F2. F2 у нас будет тогда равно PL1 делить на L. Теперь есть еще такое условие одно. F1 равно 1,5 F2. В данном случае мы знаем о том, что две этих силы компенсируют вес. F1 плюс F2 равно P. Можно вместо значения F1 подставить значение F2. Именно в эту форму. F1 плюс F2 равно P. Вместо F1 мы подставляем вот это значение. F1 равно 1,5 F2. Итак, получается 1,5 F2 плюс F2 равно P. 2,5 F2 равно P. Отсюда F2 равно P делить на 2,5. С другой стороны у нас есть F2, которое равно P L1 делить на L. Итак, получаем F2. Я запишу два этих значения. Получится P делить на 2,5. Это первое значение. И F2 равно P L1 делить на L. Итак, мы можем приравнять эти значения. Получаем P делить на 2,5 равно P умножить на L1, что делится на L. P и P можем сократить, то мы получаем L1, то делится на L, равно единичка, то делится на 2,5. Преобразуя это выражение, давайте последовательно это сделаем. L1, чтобы было видно, делить на L равно единица, что делится на 2,5. Можно перекрестно сразу написать L1, что множится на 2,5, равно L. Отсюда L1 равно L, что делится на 2,5. Либо можно последовательно это сделать. Это второй вариант. L1 делить на L равно единица, что делится на 2,5. Давайте домножим это все на L. Это и это значение. Мы получаем L1 делить на L. Что множится на L равно единица на 2,5, что множится на L. Тут L и L сократились. Что мы получили? Мы получили L1 равно L, то делится на 2,5. То же самое. В данном случае получаем, что L1 равно 0,4 L. L1 равно 0,4 L. И отсюда L2, конечно, будет равно чему? L2 равно L минус L1 равно L минус 0,4 L. Мы получаем 0,6 L.
Поскольку в задаче не определена длина самой этой палки, на которой несут это ведро, можем видеть соотношение вот этих частей. L1 будет равно 0,4, L и L2 будет равно 0,6. Ведро ближе находится к первому несущему. Такой пропорции. Если, например, была известна длина, скажем, 1 метр, тут сразу определяется, какие значения должны быть вот этих расстояний ведра от плеч. А поскольку в условии не указана длина, взяли соответствие вот такое, чтобы было видно пропорции, как они относятся друг по отношению к другу.